Приветствую, друзья мои! Как вы видите, сегодня будет видео о игровых портативных консолях. Точнее, о недостатках конкретно этих двух моделей начального уровня. Да, данные консоли я отношу к начальному уровню, так как именно они дадут максимально комфортный экспириенс для знакомства с портативками. Ну конечно, есть и дешевле приставки, но там есть свои нюансы и ограничения, как по железу, так и по органам управления. Но конкретно с такой платформой я бы рекомендовал начинать знакомство. Я хочу акцентировать внимание больше на неприятные нюансы этих моделей. Если брать эргономику, то тут, конечно, у каждого свои предпочтения. И мне в этом плане больше всего нравится модель RX6H. По габаритам она не очень отличается от U8, но она все-таки ближе к классическому контроллеру PlayStation, не учитывая крестовину от Sega. И да, я считаю, что это лучшая крестовина на сегодняшний день. И тут мы подходим к главному недостатку этой приставки. Как раз ее главное преимущество и оказалось ее главной проблемой. Это крестовина. Как бы удобно она ни была. Конкретно здесь есть один огромный недостаток. Я бы даже сказал, что это конструктивная ошибка. Тут практически не работает нажатие наискосок. Да, представляете, мое крайне неприятное удивление, когда я запустил приставку, выбрал любимый Taken 3 и в ужасе обнаружил, что я не могу двигаться наискосок. Как? Как такое может быть? О май гад! Тут идеально все. Удобная форма. Хорошо, мягко нажимаются кнопки. Курки удобные. Стики, правда, среднего качества. И тут просто удар в спину. Вот это крестовина. Я был просто, мягко говоря, разочарован. Так что имейте в виду при покупке данной портативки. Я не знаю, это у меня такой косяк, или это все консоли данной модели с такими недостатками. Напишите в комментариях, если у вас было что-то подобное. По сути, это одна из лучших консолей данной линейки, но с таким неприятным нюансом. Теперь перейдем к другой модели, U8. Как вы видите, она ближе к форм-фактору консоли PSP. Кстати, тоже довольно удобно лежит в руке. Основной минус консоли с таким дизайном — это вот эти курки. Они тут реализованы немного неудобно. Хотя я понимаю, что это компромисс и такое расположение все-таки лучше, чем ничего. И лично мне тут нравится именно то, что курки выходят немного в сторону. Мне их удобно нажимать. Программные по железу это все тот же R36H. Тут все те же преимущества, что и у всей серии. Относительная дешевизна и неплохое железо. Но, опять же, камень преткновения — это органы управления. Хвала великому нейтрино, тут все работает правильно. Но то, как оно работает, вызывает боль, дырка моя задница. Сила нажатия на кнопки и на крестовину тут на порядок сильнее, чем на той же R36H или RX6H. Тут, чтобы нажать на кнопку, надо создать усилие в 2-3 раза больше, чем на других консолях. Я не понимаю, почему так туго они это сделали. Неужели не было никаких тестов или еще что-то? Тупо не понимаю, как? Банально так неудобно играть. Вместо того, чтобы насладиться геймплеем, ты постоянно думаешь про эти чертовы кнопки. И тут
всплывает следующий недостаток. В какой-то момент ты просто не дожимаешь кнопку из-за ее чересчур сильного сопротивления. И для меня это уже критический момент, который не позволяет мне адекватно играть на данной портативке. Сейчас попробую показать, как эта проблема проявляется в реальности. Вот, смотрите, я нажимаю кнопку, и я чувствую, что я ее нажал до конца, то есть уже до упора. Но все равно вот она не срабатывает. Мне ее надо дожимать с усилием. Вот, еще раз, не работает. Вот, дожимаю. Ну, это невозможно. Как так можно играть, я вообще не представляю. Если делать какое-то заключение по этому всему, начну с RX 6H. Удобная эргономика, очень приятные кнопки, удобные курки. Но дефект с крестовиной просто перекрывает все преимущества этой модели. U8 неплохой форм-фактор, увеличенный экран, но до невозможности тугие кнопки, а однозначно не мой вариант. Я искал модель, чтобы заменить свою первую портативку, вот, R36H, на более удобную. Но по факту остаюсь на ней же. Благодарю всех, кто досмотрел эту эпопею до конца. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. Напишите в комментариях, кто сталкивался с подобными проблемами. И всем пока-пока.